Мы с Наташей собрались в путешествие, отметить наши дни рождения оба сразу. И Наташа еще не знает, куда именно мы летим. Она узнает это прямо сейчас в аэропорту. Но у меня есть предположение. Я просто очень хотела бы полететь в Венецию, потому что это один из моих самых любимых городов в Италии. И встретить там день рождения было бы просто шикарно. Если честно, я капец как переживаю. Во сколько? В 17:20. Ну это Венеция. Ну что, мы в Венеции. Это первый город в Италии, который я посетила. И, конечно же, он останется в памяти и в душе на всю жизнь. И мне кажется, было бы символично начать нашу новую историю, нашу новую главу именно с Венеции. Мы будем гулять, мы будем пить просекко, мы будем веселиться и отмечать мой день рождения. Мы остановились в районе Канареджо и вообще не пожалели, что взяли отель без завтрака. Потому что буквально на каждом углу есть кафе, в которых итальянцы просто обожают начинать свой день, перекусив свежим бутербродом, а лучше чем-нибудь сладким. В таких местах обычно очень хороший выбор и адекватные цены, потому что для местных это просто база. Для нас по утрам база – это эспрессо макьято. Мы заходим в продуктовый магазин, который расположен в здании бывшего театра. Театро Италия был построен в начале 20 века как классический театр. Затем он стал кинотеатром, потом пришел в запустение и здание долго не использовалось. В итоге его отреставрировали и превратили в супермаркет Деспар. Местные отреагировали по-разному. Кто-то считает, что так здание хотя бы получило вторую жизнь, а другие считают, что это осквернение культурного наследия и пример коммерциализации города, который все больше подстраивается под туризм. Если честно, наша первая реакция была «Вау, как круто!». А вообще, как продукты появляются в магазинах Венеции? Там же даже машин нет. По воде. В госпиталь тоже на катере. Мы видели, как дети на катере возвращались домой из школы с острова Лидо. На нем, кстати, летом проводят венецианский кинофестиваль. Представьте, что вы живете в Венеции, в районе собора Санта-Мария-Глориоса-дей-Фрари. Вы могли делать прыжок веры с его башни в игре Assassin's Creed 2. И вам нужно добраться на работу до площади Сан-Марко. По прямой никак, потому что ближайшие мосты через канал где-то в стороне. Но выход есть. Это общественный транспорт, который называется трагетто. Трагетти многие путают с гондолой, но цена поездки на них 2 евро, а для местных 70 центов. Нам было не так уж и просто найти места курсирования трагетто, поэтому в описании мы оставим ссылку на карту. Уже начиная с обеда, а то и раньше, в Венеции абсолютно нормально выпить бокал просекко под местную закуску. Уютные заведения к полудню нафаршированы людьми, и приветливые бармены с радостью помогают им заполнять свои желудки. Мы взяли традиционные венецианские чикетти. Это что-то вроде испанских тапас. Вот это бакала мантекато. Это пюре из соленой трески с оливковым маслом. А это анчоус с горгонзолой. Цены на чикетти варьируются от 3 до 6 евро. Можно найти за 2. Абсолютно нормально зайти, взять парочку, перекусить и пойти дальше. Как часть ритуала, после еды для нас отдельное удовольствие – это зайти в бар и выпить кафе Корретто. Это обычный эспрессо с добавлением алкоголя. Можно добавлять ром, бренди, граппу, но наш фаворит – это самбука. Бросай все, давай пить кофе.
Идешь ты такой по февральской Венеции, заходишь под крышу обычной уличной пекарни, чтобы переждать дождь, а там на тебя с витрины смотрит свеженький пончик с дзабайоне. Дзабайоне – это такой древний итальянский десерт на основе взбитого яичного желтка с добавлением корицы, сахарной пудры и вина. И стоит это всего 1,5 евро. И это очень вкусно. Идея приехать в Венецию в феврале появилась, когда мы приезжали сюда в прошлый раз и подумали, а как тут вообще во время карнавала? В этом году последняя и главная карнавальная неделя выпала как раз на даты нашего рождения. Во время карнавала по всему городу проходят различные мероприятия, уличные театральные представления, шествия в карнавальных костюмах. И, конечно, главный центр событий – это площадь Сан-Марко. Тематика карнавала была посвящена зимней Олимпиаде, проходившей в Италии. 4 дней нам, конечно же, было мало, но достаточно, чтобы понять, что Венеция в феврале стоит того, чтобы сюда ехать. А еще мы привезли с собой рецепт простой и очень вкусной пасты, которую мы очень скоро будем готовить на нашем канале. Поделитесь вашими впечатлениями о городе и его еде в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и скоро увидимся.